Современное искусство в Южной Корее. Недавно знакомая вам Чун пригласила все наше семейство на выставку современного корейского искусства «Корейский глаз». Как потом выяснилось, глаз – понятие многозначное. Говорит, подруга ее эту выставку организовывала, поэтому билеты у нее халявные образовались. На халяву мы, конечно, согласились с удовольствием. Давайте посмотрим, что такое корейское искусство современное. Выставка расположилась, к слову, в живописном подвале самого высокого здания в Корее и пятого в мире – Lotte World Tower. По магазинам заодно пройдемся, говорит жена. Есть у меня, мол, несколько особенно любимых Lotte Mall магазинов. На входе на выставку мне сказали, снимайте в свое удовольствие, только вспышкой не пользуйтесь. Я и снял, а вспышки у меня все равно нет. Сейчас вам покажу современное корейское искусство. Вы можете, впрочем, в гораздо лучшем качестве посмотреть на предметы искусства на официальном сайте выставки и послушать искусствоведов, увлекательно по-русски рассказывающих об экспонатах этой выставки. Дело в том, что она уже побывала в Эрмитаже. И в Лондоне, кстати, тоже побывала. Я их как нашел, искусствоведов? Дай-ка, думаю, посмотрю все же, где это мы только что побывали. Набрал Korean Eye и сайт выставки и нашел в гугле. И как только обнаружил искусствоведов, а было это уже после выставки, тут же решил их послушать. Но потом вспомнил о том, что хотел с вами поделиться. И тут передо мной стала дилемма. Если я сначала посмотрю специалистов, то они, безусловно, повлияют на мое мнение о выставке, и я буду повторять то, что от них услышал. С другой стороны, можно просто показать, что наснимал, без комментариев, ведь специалисты уже все сказали в далеком 2020 году, а затем просто добавить «был на выставке», ссылка на объяснение профи внизу, кому интересно. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, пожалуйста. Кстати, ссылка на экскурсию искусствоведов действительно внизу под видео, как и кнопка «лайк» и кнопка «подписаться». А потом думаю, стоп, и нажал на стоп на видео из Эрмитажа. К этому моменту про пару экспонатов искусствоведы уже рассказали, дошли было до куриных лапок, но о лапках немножко позже. Дело в том, что как только я увидел куриные лапки, в голове у меня возникли всякие интересные, на мой взгляд, ассоциации. И мне пришло в голову, а дай-ка сравним, что я, полный дилетант, увидел в корейском современном искусстве, и что увидели искусствоведы. Чтобы профи не сбили меня объяснениями и не внушили свои профессиональные мысли заранее, я и нажал на кнопку «Стоп». Сравним вечное сияние моего чистого разума, слегка замутненного корееведением, и объяснение искусствоведов, очевидно разбирающихся в современном искусстве получше меня. Думаете, наши интерпретации совершенно не совпали? Возможно. Слушайте дальше. Итак, Восток-Запад. Или от востока к западу. Как только взгляд падает на название материала для этих работ, в голове возникает достаточно противоречивая ассоциация. Мне вспомнился бородатый анекдот про волосатую расческу. Не слышали такой? Расческу обнаруженную посетителем столовой на дне тарелки. Посетителя, конечно же, тут же вывернула обратно в аккурат в эту же тарелку. Товарищ за соседним столом восклицает: «Вот-вот, возмутительно, вы ее тоже заметили». Что же всем этим хотел сказать художник, думаю я? Возможно, правильно будет все же восток к западу. Волосатая тарелка – это такое послание брезгливому западу от утонченного или, может быть, изысканного Востока. И тут я вспоминаю другое послание человечеству от Пьера Манзони под названием «Мерда д'артиста». Гораздо более вызывающее, хотя с точки зрения приятно посмотреть, гораздо более скромное. Ну, консервная банка, подумаешь. Тонкая работа на волосатых тарелках от госпожи Ли Сегюн гораздо более живописная. Это не концепция в чистом виде от Мадзони. Нечего тут рассматривать, возьмете все, что вам художник предложит, и спасибо скажете. А вещь, которую хочется долго и пристально рассматривать. Опять-таки, пока не обратите внимание на материал. С другой стороны, материал вам может не понравиться, если вы излишне чувствительны и представляете себе на этих тарелках, например, еду. Но они же не для еды сделаны. В общем, решил я это послание таки востока-запада, хотя с сутью послания пока не разобрался, в отличие от куриных лапок. Совпали ли наши с профессионалами ощущения от тарелок от Ли Согена, смотрите сами. Переходим к романтике. Очень романтичные виды.
Корейцы очень любят вкладываться в недвижимость. Конечно, если деньги есть. Мотивация может быть различная. Инвестиции для себя, то есть для жилья, собственно. Дача. Да-да, есть в корейском термин, похожий на русское дача. Только здесь дом за городом – это признак достатка. То есть дача здесь по определению будет в элитном поселке. В последнее время популярна передача по телевизору о поиске жилья на заказ. Ищут жилье команды известных медийных персон шутками и прибаутками. Конкурирующие команды в конце концов предлагают свои варианты заказчикам, простым людям. Ну как простым? У них все же несколько сот тысяч долларов-то на жилье имеется. И заказчик, значит, выбирает. Мне подумалось, очень романтичные виды, собственно, на пустую стену. Это пародия на одержимость корейцев темой недвижимости. Впрочем, почему только корейцам? Думаете, профессиональные искусствоведы нашли в этой работе другой смысл? Возможно, посмотрите сами. Что касается красочного, вкусного, прямо сочащегося гамбургера, сделанного из старой одежды, то тут на меня большое впечатление произвела, но не лекция искусствоведов из Эрмитажа, которую я, как и обещал, пока еще не слышал, а статья в корейской газете, прочитанная несколько дней тому назад. В Сеуле повсюду стоят зеленые ящики для старой одежды. Вы можете не выбрасывать добротную старую одежду, которая вам надоела, а положить в такой ящик. Далее она идет, как считается, нуждающимся. Так вот, корейский режиссер-документалист решила проследить, каким именно нуждающимся идет эта одежда. Выяснилось, что живут эти нуждающиеся в основном за рубежом. Только 5% остается в Корее, а 95% идет в развивающиеся страны. Кстати, Корея вошла в статус развитых буквально в прошлом месяце. Но это недоразумение, конечно, она уже давно развитая страна. Так вот, прекрасный гамбургер мне напомнил как раз кадр из этого документального фильма с горой старой одежды, которой не нашлось применения и в Гане, куда ее сослали. На горе одежды пасутся то ли большие ганские козы, то ли небольшие ганские коровы. Не очень понятно. Могли бы мы сойтись во мнениях насчет гамбургера со специалистами? Почему бы и нет? Смотрите дальше. Шедевр Хвигён. Должен сказать, что со словом Хвигён я не знаком. Художник Ким Чжу-ри предоставила иероглифы, картинки, которые бы помогли точнее передать смысл звуков и отсечь ненужные омонимы. Смотрю в словаре. Первый иероглиф Хви – сеять, смачивать, рассеиваться, растворяться. Второй Кён – сияние, пейзаж. Полностью слова с такими картинками и иероглифами в словаре нет. То есть она его сочинила. Получается что-то вроде растворяющийся пейзаж. Дай-ка, думаю, посмотрю Хвигён еще без иероглифов, потому что на экране между корейским словом и иероглифами стояло не тире, а точка с запятой. То есть, возможно, Ким Чжу-ри давала не одно понятие, а два одинаково звучащие. Есть Хвигён корейскими буквами, точнее квартал Хвигён-дон в Сеуле. Там как раз не очень давно сносили старые дома примерно того типа, что растворяется на экране. Понимаете, до основания, а затем мы новый многоэтажный мир построим. А старые дома, не очень, впрочем, старые, где-то 70-х, 80-х годов 20 века, должны исчезнуть, куда же деваться. В общем, я почувствовал в этой работе Ким Чжу-ри ностальгию по старым, неказистым домам, которые подтачивает и уничтожает время. В Эрмитаже, судя по всему, этого экспоната не было, но мне он понравился, поэтому не в защите. Профессионального мнения не будет. А что же куриные лапки? Куриные лапки. Если помните, как только я увидел куриные лапки в эрмитажном видео, я тут же его и остановил, ибо именно они показались мне понятными. Сошлись ли мы во взглядах со специалистами? Судите сами. Однако сейчас я призываю вас нажать на паузу, подумать, какие у вас вызывает ассоциации это произведение искусства, и написать в комментариях ваше впечатление. Жмите. Написали? А теперь моя интерпретация. Это же типичное шаманское действо, сопровождающее, кстати, и открытие таких событий, как выставка, например, или закладка небоскреба, как Lotte World Tower. На столе стоят явства для духов и обязательно голова свиньи.
И у госпожи Пак Даин такой же, в принципе, стол, а справа от него и она сама в качестве шаманки. Обычно в Корее именно шаманки с духами общаются, не шаманы. Только обряд этот в данном случае, пожалуй, не к открытию выставки приурочен, а посвящен богам и духам красоты. В Корее культ красоты, возможно, вы об этом слышали. Корейская косметика, корейская пластическая хирургия, кореянки, выглядящие в 50 как 20-летние девочки. Мужчин индустрия красоты тоже не обошла стороной, кстати. Вот такая секта поклонников красоты в Корее, захватившая всю страну и захватывающая сейчас весь мир. Мне кажется, с учетом куриных лапок, Пак Даин с иронией относится к этому культу, если не сказать с жесткой критикой. Учитывая лощенный контингент посетителей таких выставок, можно сказать, аудитория для критики сама идет на алтарь, прямо как крысы за дудочкой. И как вам мой эксперимент? Если понравился, все кнопки под видео жмите на лайк, жмите на подписаться, жмите на все. На этом я с вами прощаюсь. Обязательно сравните с мнением специалистов из Эрмитажа, как мы сошлись или нет. Ссылка на видео из Эрмитажа внизу под видео. Пока!